Прямо сейчас, в эту самую секунду, где-то в мире владелец кошки сидит в кабинете ветеринара и слышит самые страшные слова своей жизни. Мы больше ничего не можем сделать. И почти в каждом таком случае хозяин, сдерживая слезы, произносит одну и ту же фразу. Но ведь еще вчера она была в полном порядке. Правда заключается в том, что ваша кошка не была в порядке ни вчера, ни месяц назад, ни, возможно, даже год назад. Причина, по которой никто этого не заметил, кроется в том, что кошки — величайшие лжецы на нашей планете. Вы должны понять одну фундаментальную вещь, прежде чем мы пойдем дальше. Ваша кошка — это не маленькая собака и не пушистый человечек. Согласно биологии, перед вами пустынный хищник в костюме из меха, который живет в вашей квартире и генетически запрограммирован скрывать любые признаки – боли, слабости или болезни до тех пор, пока его тело физически не перестанет притворяться. Это не вредность и не упрямство. Это чистая эволюция. В дикой природе показать слабость значит мгновенно стать добычей. Сегодня мы разберем один из самых тревожных, но часто игнорируемых сигналов, которые подает этот маленький хищник, внезапное слюнотечение. Мы узнаем, почему капля слюны на подбородке вашей кошки может быть глюком в ее системе маскировки, как наши домашние привычки разрушают ее внутренние органы и почему ваш выбор освежителя воздуха может стать смертельным приговором для ее печени. Мы заглянем в их биологические карты, разберем данные из университетов Линкольна и Сассекса и научимся превращать вашу заботу в дополнительные годы жизни для вашего старшего сородича. Часть 1. Когда маска хищника дает трещину. В отличие от собак, которые пускают слюни в ожидании лакомства или от радости, для кошек слюнотечение или птиолизм – это практически всегда аномалия. Если вы заметили, что ваша кошка внезапно начала ронять капли слюны или ее подбородок постоянно влажный, это не просто милая особенность, это тихий крик о помощи, который прорвался сквозь тысячелетние инстинкты скрытности. Ваша кошка не может зайти в интернет и прочитать о своих симптомах. Она не может сама записаться к врачу. В ее сознании вы не хозяин и не владелец. Согласно исследованиям этолога Джона Брэдшоу, кошки за всю историю своего одомашнивания так и не разработали отдельного социального языка для общения с людьми. Для нее вы просто очень большая, на удивление неуклюжая, но бесконечно любимая кошка, которая является центром ее колонии. Вы ее единственная система здравоохранения и единственный гарант безопасности. Поэтому, когда ее тело начинает протекать, она ждет, что вы, ее главный сородич, заметите это и вмешаетесь. Часть 2. Скрытая инфекция и биологические ножницы. Самая распространенная причина внезапного слюнотечения у кошек скрыта в их пасти. Поднимите губу своей кошки прямо сейчас и посмотрите на ее задние зубы и десны. Если вы видите покраснение или желтый налет, знайте. К 3 годам у 80% домашних кошек уже есть та или иная степень заболеваний пародонта. Для кошки это не просто плохие зубы, это системный кризис всего организма. Кошачьи зубы – это биологические ножницы, созданные для того, чтобы разрывать плоть, а не жевать злаки. Когда на зубах скапливается камень, бактерии начинают колонизировать десневые карманы. Каждый раз, когда сердце вашей кошки бьется, оно качает кровь через эти инфицированные ткани. Бактерии попадают напрямую в кровоток. Этот процесс называется бактериемией и разносится ко всем органам. Они оседают на сердечных клапанах, вызывая эндокардит, застревают в нежных тканях почек, ускоряя их разрушение, и вызывают системное воспаление, которое истощает иммунную систему. Ваша кошка борется с инфекцией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и она не покажет вам ни одного признака боли. Кошки эволюционировали так, чтобы есть, преодолевая даже сильную зубную боль, потому что хищник, который перестал есть, это мертвый хищник.
Слюнотечение в этом случае – результат того, что во рту слишком много бактерий и воспаленных тканей, которые мешают нормально глотать. Плохой запах изо рта, слюни или жевание на одной стороне – это не просто особенности, это сигналы бедствия. Часть 3. Невидимые яды в вашем уютном доме. Ваш дом может пахнуть свежестью лаванды, хвоей или лимоном, но для вашей кошки это может быть токсичная ловушка, с которой ее тело физически не может справиться. У кошек в печени отсутствует критически важный фермент глюкуронилтрансфераза. Этот фермент отвечает за расщепление целого класса химических соединений, включая фенолы и компоненты эфирных масел. Когда вы используете диффузоры с маслами, ароматические свечи или агрессивные чистящие средства для пола, микроскопические частицы оседают на поверхностях и на шерсти вашей кошки. Кошки – фанатичные чистюли. Они тратят до 50% времени бодрствования на груминг и поглощают эти токсины напрямую, вылизывая себя. Печень получает яд, который она не может переработать. Токсины накапливаются клетка за клеткой, день за днем. Масло чайного дерева, эвкалипта, перечной мяты, цитрусовых и лаванды в высоких концентрациях являются гепатотоксинами для кошек, ядами, которые целенаправленно разрушают печень. Внезапное обильное слюнотечение часто является первым признаком острого отравления или попыткой организма смыть неприятный вкус токсичного вещества с рецепторов языка. Коварство в том, что хроническое отравление не покажет себя в анализах крови до тех пор, пока значительная часть тканей печени не будет уничтожена. Часть 4. Тень пустыни и почечная эрозия. Чтобы понять, как слюнотечение связано с почками, мы должны взломать биологический код кошки. Предки вашей кошки были жителями пустыни. Они эволюционировали в среде, где стоячая вода была редкой и опасной, поэтому у кошек развился невероятно низкий порог жажды и феноменальная способность чувствовать застоявшуюся воду. В дикой природе кошка получает 70–80% всей влаги напрямую из своей добычи. Но в современном мире, где основой рациона стал сухой корм, содержащий всего 10% влаги, эта программа выживания превращается в смертельную ловушку. Ваша кошка живет в состоянии постоянного тихого обезвоживания. Это ведет к медленной эрозии почек самого хрупкого механизма в их теле. Кошки могут потерять до 75% функции почек, прежде чем вы заметите хоть один симптом. Когда почки начинают отказывать, уровень токсинов в крови, например, мочевины, растет. Это вызывает тошноту и появление язв на языке и слизистой оболочке рта. Кошка начинает пускать слюни, потому что ей больно и тошно. К моменту, когда слюнотечение вызвано болезнями почек, ситуация часто уже критическая. Именно поэтому ветеринары умоляют: не ждите симптомов, делайте анализы ежегодно, ведь один ваш год равен примерно 4–7 годам жизни кошки. Часть 5. Секрет жидкого золота. Ваша домашняя лаборатория долголетия. Теперь, когда мы знаем об опасностях, давайте перейдем к решению. Если вы хотите, чтобы ваш маленький сородич прожил 17 или даже 20 лет, вы должны стать для него лабораторией долголетия прямо у себя на кухне. Специалисты умоляют: перестаньте полагаться только на миску с чистой водой. Нам нужно обмануть древний инстинкт экономии влаги. Для этого существует рецепт суперувлажняющего напитка, который ветеринары называют жидким золотом. Вот как его приготовить сегодня. 1. Возьмите 1 целый пауч, пакетик качественного влажного корма, который ваша кошка любит больше всего. Добавьте 150 мл чистой теплой воды или домашнего куриного бульона без соли, лука и чеснока. 3. Для усиления вкуса можно добавить немного любимого кремового лакомства. 4. Взбейте все блендером до состояния однородного жидкого шелка без единого комочка. Этот ароматный эликсир кошка выпьет до последней капли, потому что для нее это не вода, а жидкий банкет,
который пахнет мясом и его легко лакать. Это мощное промывание мочевыделительной системы, которое защищает нефроны почек от эрозии и вымывает токсины. Каждый лишний миллилитр воды – это еще один день, который вы выиграли для совместной жизни рядом с ней. Часть 6. Психология и кошачий поцелуй как лекарство. Здоровье кошки – это не только физиология, но и ее ментальное состояние. Хронический стресс – это скрытый убийца. Когда кошка находится в состоянии стресса, ее организм вырабатывает кортизол. Если кортизол повышен неделями, он начинает разрушать здоровье, подавляет иммунитет, воспаляет стенки мочевого пузыря и даже может вызывать психосоматическое – слюнотечение. Ваша кошка-хищник, ее мозг жаждет цикла. Выслеживание, погоня, прыжок, захват, еда. Давая еду даром в миске, вы лишаете ее мозг дофамина. Что нужно изменить уже сегодня? Играйте 15 минут в день. Используйте игрушки, удочки, имитирующие движения живой добычи. Всегда давайте кошке поймать и убить игрушку в конце, чтобы завершить биологический цикл. Вертикальное пространство. Для кошки высота – это страховка жизни. Когда кошка может смотреть на мир сверху вниз, уровень ее стресса падает мгновенно. Смените миски. Кошки ненавидят. Когда их усы касаются бортов миски, это вызывает сенсорную перегрузку, известную как усталость усов. Используйте только широкие и плоские тарелки. Часть 7. Как поговорить с кошкой в трудную минуту. Если ваша кошка пустила слюни, потому что ей страшно или больно, не пытайтесь сразу ее схватить и прижать к себе. Для кошки, которая чувствует себя уязвимой, внезапный захват руками может напоминать атаку хищника. Вместо этого используйте язык доверия, подтвержденный наукой. 1. Спуститесь на ее уровень, сядьте на пол. Когда вы уменьшаете свой рост, вы перестаете быть пугающим титаном и становитесь сородичем. 2. Используйте кошачьи рукопожатия. Протяните один палец к ее носу на расстоянии пары сантиметров и замрите. Позвольте ей самой сократить дистанцию и считать ваш запах. Кошки никогда не забывают людей, которые спрашивают их согласия перед контактом. 3. Сделайте кошачий поцелуй. Посмотрите ей в глаза и медленно закройте веки на 2-3 секунды. Исследования университета Сассекса доказали, это сигнал высшего доверия. Я не угроза, ты в безопасности. Часть 8. Магия ароматов и вещей. Знаете ли вы, что ваша нестиранная футболка может быть для кошки лучшим успокоительным в мире? Исследования показали, что вещи с запахом владельца значительно снижают уровень кортизола у кошек. Если кошка чувствует себя плохо, оставьте ей свою вещь. Ваш уникальный запах действует как биологический сигнал спокойствия, встроенный в ее нервную систему. Также помните о силикогелевых наполнителях. Для многих кошек это сенсорный кошмар из-за резкого хруста и запаха. Если кошка испытывает стресс при посещении лотка, она может терпеть до последнего, что ведет к концентрации мочи и проблемам с почками. Используйте мягкие натуральные наполнители, которые напоминают песок – это то, чего жаждет их пустынная биология. Часть 9. 13 продуктов, целителей из вашего холодильника. Вы можете поддержать здоровье своего друга, добавляя в его рацион простые продукты, которые ветеринары называют тихими целителями. Тыква. 1 чайная ложка вареной тыквы помогает выводить шерсть и налаживает пищеварение. Сардины. Омега-3 в сардинах, в воде, без соли. Снимает воспаление в суставах и органах. Яйца. 1 вареное яйцо в неделю – это идеальный аминокислотный профиль для восстановления. Мышц. Черника. 2. 3 раздавленные ягоды – это мощные антиоксиданты для мозга. Куркума. Щепотка куркумы с каплей кокосового масла работает как природный и мирново. Противовоспалительный щит. Часть 10. Ловушка слова «нормально». «Моя кошка кажется вполне здоровой». Эти слова стоили жизни большему количеству кошек, чем любая известная болезнь. Мы должны пересмотреть, что такое «нормально».
Кошка с начальной стадией диабета или болезни почек может играть и отлично выглядеть. Она в норме. Кошки не показывают постепенного угасания. Они дают нам состояние нормально, нормально, нормально. А затем наступает обрыв. Это момент, когда компенсаторные механизмы организма отказывают. Чаще всего это происходит слишком поздно. Ежегодный осмотр, включающий анализ крови и мочи, это не роскошь. Это единственный инструмент, позволяющий поймать болезнь до того, как наступит обрыв. Пропустить 1 год – это все равно, что человеку не ходить к врачу полдесятилетия. Вы – это ее дом. Ваша кошка не может зайти в интернет и прочитать о вреде усталости усов или токсичности эфирных масел. Она не может сама записаться к врачу, когда ее десны начинают гореть от инфекции. В ее сознании вы не просто человек, который открывает консервную банку. Вы ее мир. Вы ее защита. Вы ее дом. Когда вы сегодня вечером увидите свою кошку, просто замедлитесь. Сядьте на пол на ее уровень. Протяните палец для кошачьего рукопожатия. И когда вы посмотрите в эти загадочные глаза, медленно моргните ей. На языке биологии это означает «Я тебя слышу, я тебя вижу, я тебя защищу». Берегите своего маленького сородича. Помните, что для вас кошка – это часть вашей жизни, но для нее вы и есть вся ее жизнь. Начните менять ее биологическую судьбу прямо сегодня. С одной чистой плоской миски, одной порции правильно приготовленного жидкого золота и вашего осознанного внимания к тем сигналам, которые она так старательно пытается скрыть. Потому что в конечном итоге, в этом огромном и порой пугающем мире, вы для своей кошки не просто владелец. Вы ее покой, вы ее здоровье, вы ее жизнь. Посмотрите на свою кошку прямо сейчас. Она только что медленно моргнула вам в ответ. Поздравляю, вы официально выбраны этим маленьким сородичем. Напишите в комментариях, какие сигналы вы сегодня заметили у своего кота. Давайте вместе учиться понимать этот великий молчаливый язык любви.